Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я хотел вам показать приемы массажа, и начнем мы с приемов поглаживания. Прием поглаживания – это прием, суть которого в том, что рука массирующая скользит по поверхности, не сдвигая кожной складки, то есть не создавая кожной складки. То есть не должно быть вот такого, то есть это уже будет растирание. То есть мы скользим. Понятно, что немножко будет сдвигаться кожа, но тем не менее мы не переходим через барьер. Итак, прием поглаживания – это прием, который скользит по коже, не создавая кожной складки. Прием поглаживания – это прием, с которого начинают массаж, которым заканчивают массаж, и прием, который чередуется с другими приемами в течение всего сеанса. Итак, рассмотрим виды поглаживания. Есть так называемые основные виды, они в основном разделяются по направлениям. То есть, если мы рассматриваем поглаживание по направлениям, то здесь в основном мы выделяем такие. Прямолинейные, которые делятся на продольные, то есть когда пальчики у нас смотрят к голове, это продольное поглаживание. И прямолинейные имеют еще один подвид, это поперечные. Поперечное поглаживание, когда пальчики смотрят в сторону, это будет поперечное поглаживание. Даже вот это вот будет поперечное поглаживание. Хорошо. Следующее направление, которое возможно в поглаживании, это круговое поглаживание. Когда мы совершаем своей массирующей рукой круговое движение, сделали 1-2 круга на одном месте и пошли в следующий круг. Потом еще круг. То есть это круговое, в данном случае плоскостное поглаживание. Почему плоскостное? Потому что мы ладонью делаем. Да? Иногда его называют ладонно. Кстати, да, то есть один и тот же прием может у разных авторов называться по-другому. И это не будет ошибкой. Да? То есть как хотите, так и называйте. Главное, чтобы прием был выполнен правильно. Это круговое поглаживание. Дальше есть еще направление, это спиралевидное. Когда мы уже не делаем там круг, да, там, в течение 2-3 раз, а делаем такие завитушечки и сразу же продвигаемся вверх. Это в данном случае плоскостное спиралевидное поглаживание. И еще одно направление поглаживания возможно, это зигзагообразное. Да? Вот. Зигзагообразное поглаживание. В данном случае зигзагообразное поперечное. Можно зигзагообразное, продольное. Это все направления, которые выполняются в поглаживании. Но они часто еще и комбинируются. Да? То есть, когда мы одной рукой можем делать, то есть продольное поглаживание, другой спиралевидное или зигзагообразное. Или мы когда одной рукой делаем продольное, другой рукой поперечное. То есть комбинации разные возможны. Следующий момент поглаживания. Поглаживание разделяется в зависимости от того, какой рукой вы делаете массаж. Одну руку применяете, 2 руки с отягощением. Давайте рассмотрим это. Итак, по способу наложения рук. Да? Итак, есть так называемое одинарное поглаживание, когда мы делаем одной рукой. Да, то есть, или поглаживание одной рукой можно назвать. Есть поглаживание совместное, когда мы применяем 2 руки в одном направлении. Это совместное поглаживание, оно выполняется, когда нам нужно захватить большую площадь. Следующее есть поглаживание с отягощением. Поглаживание достаточно легкий прием, но тем не менее его можно сделать чуть глубже, при этом не переходя этот барьер, про который мы уже говорили. То есть когда мы накладываем одну руку на другую и поехали гладить, то есть нижняя рука вообще не давит, верхняя тоже не давит, она просто как своим весом дает отягощение. Это в данном случае поглаживание продольное с отягощением. Поглаживание поперечное с отягощением. Я надеюсь, это все понятно. И еще одно есть по способу наложения рук, это раздельно последовательное. То есть, когда одна рука заканчивает поглаживание, вторая начинает. Раздельно последовательное поглаживание. В данном случае продольное. Вот мы можем сделать это поперечно. Это поглаживание именно по способу наложения рук. То есть, как вы прикладываете руку одну, 2 руки с отягощением, совместно. Я думаю, здесь тоже все понятно. Следующие приемы уже различаются именно
в зависимости от той области, которую вы делаете массаж. То есть мы можем делать массаж ладонью, основанием ладони, тыльной поверхностью пальцев, можем делать гребнем, гребнеобразное в данном случае поглаживание. Можем выполнять поглаживание лучевым краем кисти, можем локтевым краем кисти, можем подушечками пальцев. То есть в зависимости от того, какой областью вы делаете массаж, она тоже делится на приемы. Итак, давайте рассмотрим. Их еще называют вспомогательные приемы поглаживания. Итак, есть обхватывающее поглаживание, есть щипцеобразное. Вот есть два основных, да, то есть это плоскостное и обхватывающее. Плоскостное вы уже знаете, когда мы делаем ладонью, или ладонное еще называется. Обхватывающее — это когда большой палец отведем, остальные все вместе, и мы создаем как бы такой желоб и поглаживаем. Да, то есть вот на спинке это будет больше, так скажем, выполнимо на боковой поверхности. Чаще всего этот прием выполняется на каких-то конечностях, да, ну, к примеру, руки. Вот. Обхватывающее поглаживание может быть непрерывистым, то есть когда мы немножко идем, когда мы идем вверх, мы чуть-чуть с большим давлением идем, обратно совсем легко. Это делается именно как раз таки для лучшего лимфооттока, то есть об этом мы поговорим в направлении движения. Вот. И обхватывающее поглаживание может быть прерывистым. В чем различие? В зависимости от того, какой прием вы будете применять, вы будете преследовать тот или иной эффект. В данном случае, если мы делаем прерывистое, это более тонизирующий эффект. Когда мы делаем непрерывистое поглаживание, это по большей части расслабляющий эффект, это больше там релакс-массажах используется. Следующий момент есть щипцеобразное поглаживание. То есть, да, его легко спутать с обхватывающим, но смотрите, в щипцеобразном используется либо 2, либо 3 пальца. А в обхватывающем все пальцы, да, в стороне и большой палец отдельно, и таким образом мы создаем желоб. А в щипцеобразном, когда мы 2 пальца или 3 пальца используем. Этот прием используется, поглаживание используется на каких-то мелких деталях, опять же, да, то есть когда мы поглаживаем ручки, когда мы поглаживаем ребра ладони, да, когда мы поглаживаем щипцеобразно, в принципе, можно предплечье, видите, эти пальчики у меня подогнуты, вот. Щипцеобразно иногда поглаживают именно на проекции верхнего пучка трапеции, щипцеобразно можно погладить ахиллово сухожилие на ноге. Это щипцеобразный прием. Дальше гребнеобразное поглаживание, когда мы руку ставим в кулачок и делаем такое поглаживание. Смотрите, здесь может быть различие. Если вы поглаживаете больше вот этой средней фалангой, тогда прием правильнее называть поглаживание тыльной поверхностью пальцев, да, фаланг пальцев. Если вы немножечко там хотите чуть пожестче погладить, да, то есть, например, в спортивном массаже, вы немножко ручку делаете наклон такой, то есть, чтобы поглаживать больше вот этим гребнем. То есть, она будет уже гребнеобразное поглаживание. Гребнеобразное поглаживание. Вот гребнеобразное поглаживание, оно тоже, как и плоскостное, может идти по направлениям, то есть продольным, поперечным быть, может быть круговым, может быть зигзагообразным, спиралевидным и зигзагообразным. Да? Вот. И также оно может быть с отягощением, пальчик в пальчик вставили совместное гребнеобразное поглаживание, раздельно последовательное и, собственно, одной рукой. Это гребнеобразное поглаживание. Далее поглаживание граблеобразное. Когда мы расставляем пальцы граблеобразно, основание ладони не лежит, а находится под углом 45% к массирующей поверхности. И в основном этот прием используется для поглаживания межреберных промежутков, когда каждый пальчик находится в своем межреберном промежутке. Мы можем опять же его делать совместно. Мы можем делать с отягощением. Для этого надо пальчик на пальчике, чтобы лежал, и причем возле именно ногтевых фаланг. И можно раздельно последовательно поглаживать. Это граблеобразное поглаживание. Следующий прием, который используется чаще всего, опять же, в релакс-массажах или в детских массажах, это прием глажения. Когда мы делаем тыльной поверхностью, обратно можно легко вернуться ладонной поверхностью. Тыльной, ладонной. Тоже можем сделать раздельно последовательно. Можем сделать с отягощением. Угу. Можем совместно, либо одной рукой. Это прием глажения. Следующий прием поглаживания предплечий. Да, то есть вот тоже
достаточно приятный прием, позволяет захватывать большую поверхность. Это поглаживание предплечья. Следующий прием – это поглаживание подушечкой пальцев. То есть, опять же, этот прием достаточно на мелких поверхностях используется в основном для проглаживания межпястных промежутков на кисти или на стопе. Поглаживание основанием ладони, когда уже вы в основном не делаете целиком ладонью, а делаете основанием, да, то есть тоже можно. И есть еще поверхностное поглаживание. Это тот прием, с которого как раз таки начинают массаж и которым заканчивают массаж. То есть поверхностное поглаживание мы делаем подушечками пальцев, едва-едва касаясь. То есть это как раз таки тот прием, который призван подготовить массируемую область к нашему воздействию последующему. Этим приемом, это единственный прием, который может заходить на позвоночник, потому что он не несет никакой силовой нагрузки. Все остальные приемы делаются уже с той или другой стороны. То есть либо переходим, либо учимся сразу так, чтобы можно было как-то на себя массировать. То есть, например, поперечное плоскостное, вот так поперечное плоскостное со своей стороны делать. Да? Поперечное плоскостное с другой стороны, с этой стороны. Итак, это приемы поглаживания. Какие-то будут модифицироваться в процессе нашего обучения, какие-то будут добавляться, я вам покажу. Но это основные. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы!